ситуация вокруг Ирана накаляется с каждым днем. Совершенно очевидно, что движение поступательное продолжается, и это является частью последовательной политики некоторых стран, которые затеяли эту авантюру. Авантюра под названием «Решение иранского вопроса». Теперь становится совершенно очевидным, почему появился доклад МАГАТЭ, который был опубликован 9 декабря прошлого года. Теперь становится совершенно очевидным, почему в этом докладе были такие выводы. Западному миру во главе с Соединенными Штатами нужен был повод. Цель уже известна. Изменение политического режима в Иране. А для этой цели, для решения этого вопроса, любой повод просто может исходиться. Поэтому ситуация накаляется, стороны играют, ведут себя на грани фола, игра на нервах. И в этой ситуации любая техническая ошибка, любая мелкая провокация, любая слабость сторон может привести к уже непредсказуемым, совершенно очевидно, последствиям. Америка, Соединенные Штаты в этом конфликте больше всех заинтересованы. Очень многие считают, что первым, возможно, нанесут удары по объектам Ирана Израиль. Но на самом деле, мне кажется, что Израиль в этом вопросе меньше всех заинтересован в нагнетании обстановки и ситуации. И если будет установлен контроль, так сказать, над Ираном, что же будет? Какие задачи будут решены? Буквально через 2-3 недели после того, как будет установлен контроль над Ираном, мне кажется, что все страны Центральной Азии будут переориентированы на Вашингтон. На Каспии появится военный флот Соединенных Штатов. Грузия через буквально 2 дня вступит в НАТО. Азербайджан потеряет ориентир, вернее, меняя ориентир тоже под заманчивыми и соблазнительными предложениями Запада, может вступить в НАТО. Отрезанная Армения, отрезанная от России, от Ирана, в целях самосохранения отдаст просто Нагорный Карабах Азербайджану и тоже вступит в НАТО. Совершенно очевидно, что не станет СНГ как сообщество стран независимых государств. Совершенно очевидно, что не станет такой структуре важнейшей, как Организация договора коллективной безопасности. Совершенно очевидно, что организация Шанхайская организация сотрудничества будет претерпевать самые радикальные изменения. Через Центральноазиатский, Кавказский южный транспортный коридор, энергоресурсы Центральной Азии и Прикаспии будут переориентированы на Европу, на другие мировые рынки, минуя России. Спрос на энергоресурсы в России и проблемы, которые возникнут на пути транспортировки, будут такими, что Россия не сможет заработать те средства, которые позволили бы ей поддержать очень серьезный военный бюджет, очень широкие социальные программы. И самое главное, Россия потеряет политических партнеров, и у России появятся очень серьезные вызовы. Соединенные Штаты решают таким образом еще одну задачу. Серьезные механизмы воздействия и влияния на Китай. Фактически
установив контроль над Ираном, Соединенные Штаты станут единоличными хозяевами, страной, которая координирует и фактически будет решать любые вопросы, связанные с ценообразованием, формированием энергетического рынка и влияние на состояние этого рынка. Монархия Персидского залива и так за каждой тонной или за каждым баррелем нефти запрашивают разрешение у Вашингтона. Запрашивают потому, что США – это гарантия их личной безопасности. Политическая система Ирана сейчас является очень привлекательным для очень многих народов исламского мира. Уровень свободы, демократизации в этой стране, как бы ни говорили, гораздо выше и глубже, чем очень многие государства исламского мира. Циничное применение двойных стандартов по отношению к Ирану абсолютно налицо. Американцам и Западу абсолютно наплевать на ядерную программу Ирана, на состояние развития этой программы. Их не интересует уровень свободы, права человека, другие социальные возможности граждан Ирана. Их интересует только политическая система, которая не позволяет им иметь доступ к энергоресурсам и контролю над Ираном. Задача поставлена сменить этот режим. Какова роль России? Какая будет реакция у России? Что же станет с Россией? Мы должны как реагировать на этот будущий конфликт? На самом деле я считаю, что угрозе угрожает не только Ирану, они угрожают в большей степени, я бы даже сказал, России. На территории Ирана, после того, как будет установлен контроль над Ираном, будут созданы десятки военных баз. Через влияние Ирана, который имеет на страны Центральной Азии, фактически политика Соединенных Штатов через Иран на эти регионы будет доминирующей. Россия не должна стать пассивным наблюдателем над публичной казнью, которая сейчас собирается в стране Запада во главе с Соединенными Штатами организовать над Ираном. Изменение политической системы Ирана – это начало распада Российской Федерации. Вот какая угроза, во всяком случае, я так вижу эту угрозу по отношению к России. Обстановка на Ближнем Востоке накалена до предела. Но в чем причина? Главная причина и основа всего этого – это ядерная проблема Ирана. Она была вскрыта 10 лет, ну почти 10 лет назад. До этого была идеологическая борьба, так сказать, между Ираном и США, когда член МАГАТЭ на протяжении 18 лет тайно от МАГАТЭ проводит ядерную программу неконтролируемую, возникает много вопросов. И затем, начиная с 2006 года, было издано 6, опубликовано 6, принято 6 резолюций Совета Безопасности ООН, но, будем говорить, высшего международного органа. В 4 из этих 6 резолюций были санкционные меры против Ирана. Начиная с 2009 года, Иран, с осени 2009 года, начал проводить просто конфронтационную политику в отношении своей ядерной программы, свои решения по своей ядерной программе. И не отказываясь от переговоров, мы помню, в январе в Стамбуле 2010 года были последние переговоры между «шестеркой» и Ираном, и перед этим Иран поставил условия этих переговоров. То есть у нас нет проблемы иранского ядерного оружия, у нас есть проблема общей безопасности на Ближнем Востоке, проблема всемирного разоружения, проблема климата и так далее. Ничего собирались
шестерка собиралась именно решить иранскую ядерную проблему. И, конечно, эта встреча полностью провалилась. После этого, конечно, Иран никак не шел на какие-то компромиссы или шаги по отношению к шестерке и по отношению к тем предложениям, которые ему были сделаны. И мне кажется, что терпение, прежде всего, Европы лопнуло. И тогда они пошли на очень серьезный шаг. Конечно, безусловно, по консультации с Соединенными Штатами и другими странами, пошли на серьезный шаг. Это объявили о том, что вот 23 числа в Брюсселе будет объявлено о введении нефтяного эмбарго против Ирана. Такого никогда еще не было. Положение у Ирана очень сложное. По подсчетам некоторых экономистов, Иран потеряет от 15 до 20 миллиардов долларов в год. Напряжение нарастает, и Иран, как известно, в ответ на это собирается, во всяком случае, объявил о том, что перекроет Ормузский пролив. Практически это формальное объявление будет войны Соединенным Штатам и арабским странам Персидского залива. И здесь уже не нужно будет гадать, ударят Соединенные Штаты или не ударят. Они, конечно, ударят. Теперь, кому это нужно? У меня создалось впечатление, что напряженность вокруг Ирана нужна всем. А вот война не нужна никому. В Иране, как мы знаем, в марте вот этому году выборы в Меджлис, парламент Ирана. И летом будущего года президентские выборы. Ситуация в Иране очень сложная, политическая ситуация. Там идет борьба не на жизнь, а на смерть между группировками президента Ахмадинежада и группировками, ну, как называют некоторые, Лариджани, это председатель Меджлиса. И эти группировки, как я их иногда называют, консерваторы и неоконсерваторы. Но я бы сказал так, что идет борьба между молодыми революционерами типа Ахмадинежада, потому что это их возраст не такой, и старыми революционерами в челмах, которые, собственно, делали исламскую революцию, и у которых находятся и финансовые, и экономические все рычаги. Если иранцы не перекроют Ормузский пролив, то в ближайшее время, во всяком случае до выборов президента Ирана, я не думаю, что будут какие-то военные действия против этой страны. Та ситуация, которая сейчас сложилась в районе Ближнего и Среднего Востока, если мы говорим в рамках, ну что ли, российской терминологии географической, она сейчас как никогда близка к взрыву. Чтобы его предотвратить, вот здесь нужны усилия международного сообщества. А оно занято другим. Кризисом в Европе? Да, конечно. Рецессией? Да, конечно. Ценами на нефть? Да, конечно. Но конкретно никто не хочет брать на себя ответственность за то, чтобы каким-то образом налаживать процессы мирные в этом районе мира.